Приветствую всех на нашем канале. К новому сезону мы себе приобрели вот такую вот поводочницу от фирмы Brain. И в этом видео я хочу сделать на нее небольшой обзор, потому как данная поводочница действительно заслуживает внимания. И начнем с внешнего вида. Данная поводочница является двухсторонней. Вот одна сторона и вот точно такая же вторая сторона. Благодаря тому, что она двухсторонняя, в эту поводочницу влезет достаточно большое количество поводков. Также эта поводочница имеет вот такие прозрачные крышки. Благодаря этому мы можем найти поводок, который нам нужен, не открывая эти крышки. Это в принципе очень удобно. Также эти крышки удерживают вот такие вот достаточно массивные застежки. И что мне сразу понравилось, то что вот эти вот петли, которые удерживают застежки, фиксируются с помощью металлического стержня. Ну, на камеру, хотя вот немножко видно, вот блестит. Это металлический стержень. Это здесь такие петли и точно такие же петли, которые удерживают крышки. Здесь также металлический стержень. Теперь поговорим о габаритах. Длина поводочницы 357 мм. Ширина 124 мм. 124 это именно само тело поводочницы. Если, конечно, учесть петли и учесть застежку, то, конечно, получится немножко больше, где-то на сантиметр. И толщина этой поводочницы 35 мм. Вот и все. В принципе, снаружи мы ее полностью рассмотрели. Теперь откроем и посмотрим, что же там в середине. В середине, в принципе, все очень просто, но очень логично и эффективно. Здесь у нас располагаются пластиковые пины с обеих сторон. За эти пины цепляется петля на поводке, и за вот этот вот мягкий материал фиксируется сам крючок. Также мы видим, здесь есть вот такие вот циферки. Это длина поводков. Здесь вот в принципе видно. Здесь есть размер в дюймах, и то, что ближе к нам, это сантиметры. То есть мы сразу можем видеть, какой длины у нас поводок здесь зафиксирован. Но сверху на крышке располагается вот такая вот линейка, с помощью которой мы можем делать поводки нужной нам длины. Также на этой линейке есть вот такой вот скользящий пин. Сразу скажу, что единственный минус в этой поводочнице, то что этот пин ездит очень свободно. Это очень неудобно, но не смертельно. В принципе, свою функцию он выполняет даже в таком положении. Сейчас я покажу, для чего нужен этот пин, а точнее вначале я скажу, для чего он нужен. Данный пин нужен для того, чтобы можно было более точно отмерять длину поводков. Ну а сейчас я возьму крючок, привяжу его к леске и покажу, как эта поводочница работает именно вот с поводками. Итак, вот я привязал крючок к леске. И сейчас представим, что нам нужен поводок, допустим, 20 сантиметров. Мы берем нашу линейку и двигаем этот пин на 20 сантиметров. Вот так. Теперь берем наш крючок, цепляем за вот этот пластиковый пин и заводим за металлический. Вот то, что я говорил, что неудобно, что эта штучка ездит туда-сюда, потому что приходится одной рукой ее удерживать, чтобы она не сместилась. Вот. Завели леску за этот металлический пин и вот здесь удерживаем. Вот так. И теперь эту петлю, которая у нас образовалась в результате загиба, мы ее завязываем. Завяжем узлом восьмеркой, так как мы это делаем на рыбалке.
затянем и обрежем. Ножницы я сегодня забыл, поэтому придется пользоваться скальпелем. Вот так. И вот наш поводок готов. У этого поводка длина ровно 20 сантиметров. И сейчас мы его поместим в поводочницу. Не взял не той стороной. Вот сюда накидываем петлю. А крючок фиксируем в вот этом мягком материале. Вот таким образом. И вот, как вы можете видеть, у нас все совпадает. Вот крючок как раз заканчивается там, где написано 20 сантиметров. А видите, ниже написано 40 сантиметров. Сейчас покажу, для чего это надо. Это надо для того, если мы хотим в поводочницу поместить более длинный поводок. То есть сама поводочница у нас 35 сантиметров, ну там чуть больше, ну в общем 35. Но, несмотря на это, мы можем сюда поместить поводок 50 сантиметров и даже метр. Ну вот, например, я связал поводок длиной ровно 50 сантиметров и покажу, как сюда его поставить. Точно так же петлю цепляем за пластиковый пин. Здесь мы заводим вот так вот, только не за один пин, а за два, чтобы был у нас меньше перегиб. Ну, чтобы леска меньше переламывалась. Немножко на камеру неудобно, но вот так. Вот, завели леску за два пина. И здесь вставляем крючок в этот мягкий материал. И вот смотрите, вот у нас закончился крючок. И вот здесь написано 50 сантиметров. Все четко. То есть поводочница очень хорошо отлажена. Здесь все очень качественно и точно промерено. Вот это будет очень удобно на рыбалке. Поэтому всем рекомендую такую поводочницу. Ссылку, где мы ее покупали, я оставлю в описании под видео. И вот еще чуть не забыл. Очень важный момент. Вот эта прозрачная крышка, она сделана из мягкого пластика. То есть даже если вы где-то там случайно, ну понятно, что как бы в пределах разумного, где-то там ее ударите, может сядете там, то она не сломается. Вот видите, она гнется. Потому что, знаете, есть тоже такой прозрачный пластик, как в коробочках для компакт-дисков. Там буквально чуть-чуть, буквально малейшая деформация, и сразу же идет трещина. Вот, и этот момент я вот сразу тоже посмотрел, потому что, когда я увидел вот эту прозрачную крышку, я сразу как-то не очень так начал доверять этой поводочнице, но потом потрогал, и мне она понравилась. Ну и последний момент, когда мы ее закрываем, смотрим, чтобы этот пин не упирался вот в какие-то вот эти детали, потому что крышка просто не закроется. Я его обычно вот сюда вот довожу, здесь у нас самое большое расстояние, и вот так вот закрываем. Все. Вот такая вот замечательная поводочница. Рекомендую. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.